Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу вам сказку. Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу вам о технической стороне вопроса, как все организовано у нас в школе. Как я уже говорил, первые шлемы виртуальной реальности я увидел более 20 лет назад. Попробовал, окосел с непривычки и отложил в долгий ящик. В следующий раз я столкнулся со шлемом около 3 лет назад, когда был на тренинге в Австрии. Там нам показали кусочек штаб-квартиры, затащенный в виртуальную реальность. Когда я со стороны смотрел на экран и наблюдал, как кто-то другой надел шлем и ходит по виртуальной реальности, то я думал, ну да, хорошо, интересно, возможно, стоит попробовать себя в шоурум. Но все окончательно встало на свои места, когда я надел шлем сам. Это был HTC Vive, базовая модель. Сразу по приезду в Киев я решил исследовать рынок современных на тот момент устройств и обнаружил, что выбора нет. Есть два принципиально разных типа виртуальных шлемов. Один – это портативный, который имеет собственный графический процессор, или в него вставляется телефон, как вот в случае с Samsung Gear, и вся обработка изображения происходит внутри шлема. Из достоинств то, что он не нуждается в компьютере, но это влечет за собой определенные недостатки. Самым важным недостатком является недостаточное быстродействие. Быстродействия такого типа устройств хватает на простейшие сцены с минимальным количеством полигонов и больше заточено под несложные 3D-игрушки. Если же вы хотите на таком типе устройств получить более фотореалистичную картинку, то вам необходимо подготовить в какой-то программе типа 3D Max панорамные рендеры 360 градусов и подготовить с помощью программного обеспечения типа Present 4D переходы между этими картинками. Это, конечно, тоже имеет право на жизнь. Напишите в комментариях, если вам интересно послушать о таких решениях и их возможностях. В описании я оставил ссылку на подобный виртуальный тур по штаб-квартире Bene в Австрии. Но сейчас чаще используют подобные технологии для настоящих помещений. Делаются профессиональные фотографии помещений 360 градусов, и на базе этих фотографий делается виртуальный тур. Тоже оставил ссылку в описании, смотрите. Второй тип устройств намного интереснее. На тот момент было всего два таких устройства. Это HTC Vive и Oculus Rift. Sony PlayStation и очки для Microsoft Xbox я в расчет не беру, так как их характеристики существенно отстают от HTC и Oculus. А сами шлемы были заточены под гонки и стрелялки, а не под погружение в мир архитектуры. С первых двух устройств я остановился на HTC Vive. Руководствовался я тем, что у него больше размер игровой зоны, то есть пространство, где вы можете перемещаться ногами. В случае с HTC Vive это пространство достигает 5 на 4 метра, то есть около 20 квадратных метров помещения. А Oculus в то время больше подходил для игр виртуальной реальности, сидя или стоя. Как вы понимаете, для полного погружения в виртуальную реальность все-таки необходимо ходить своими ногами, а не кататься по пространству, как на коляске, управляя движением джойстиком. Но за такую площадь приходится расплачиваться. Для того, чтобы ваше положение точно фиксировалось в пространстве, необходимо было использовать внешние маяки. Первоначально задача ставилась не просто показывать что-то нашим гостям, но и иметь возможность выездных сессий. А маяки усложняют настройку системы в гостях у клиента. Хотя процесс установки через некоторое время был доведен до автоматизма и занимал чуть более 10 минут. Отдельно еще хочу сказать об одном очень важном отличии этих устройств. Это контроллеры. Если мы берем мобильное устройство, то контроллер у нас выглядит вот так вот. И эта штучка не имеет точного положения относительно шлема. Для вас это будет выглядеть, если вы попытаетесь воспользоваться контроллером виртуальной реальности, будет выглядеть, как будто у вас очень маленькие короткие ручки, и вы пытаетесь двигать ими. У стационарных шлемов эти контроллеры выглядят гораздо более массивными,
и они позиционируются относительно шлема. В случае с HTC Vive это делается с помощью тех же внешних маяков, а если мы берем Vive Cosmos, то эти контроллеры позиционируются относительно шлема благодаря встроенным в шлем камере. Так что я приобрел HTC Vive и занялся подбором компьютера. Так как я уже говорил о выездных сессиях, то рассматривался не стационарный компьютер, а ноутбук. И ноутбук нужен был с поддержкой виртуальной реальности, то есть с графической картой, достаточно мощной, чтобы поддерживать картинку для обоих глаз с достаточно широким углом. На тот момент выбора опять-таки не было. Был Asus и было несколько моделей MSI, и все. Я остановился на MSI, так как по отзывам он больше подходил под мои задачи. Купил, понял, что шлем стоит копейки по сравнению с хорошим ноутбуком, и понял, пути назад нет, надо делать продукт. Первую попытку я предпринял с помощью штатных устройств Steam, а именно Blender и Steam Workshop. Какие они кривые! Вернее, не так. Для того, кто привык работать с 3D в 3D Max, AutoCAD, Archicad, перейти на эти программы будет очень сложно. Они заточены под совершенно другие задачи, готовить новые уровни для конкретных игр. То, что у меня получилось, показывать даже не буду. Осталось два варианта – Unity и Unreal Engine. Оба по-своему хороши. Оба имеют приблизительно одинаковые функциональные возможности. Но Unreal мне показался чуть более готовым к работе над дизайном интерьера. Может быть, если бы я сделал тогда другой выбор, то я бы сейчас рассказывал то же самое об Unity. Первое, что я сделал в Unreal Engine, это я нарисовал вот этот вот шоурум с новой коллекцией мебели для того, чтобы на своем собственном опыте понять, насколько виртуальная реальность и ожидания будут отличаться от готового интерьера. Мне запомнились слова Мартина. You can make some interaction. This was a template which I overchecked. And so if you do some programming, you can, I don't know, open doors, changing colors. Yeah, you open a menu and you say then I want it in green, black, and whatever, or change the setting, a meeting room in this configuration and change the layout to another configuration. Так что заодно на малом объеме решил попробовать себя как программист и добавить столику интерактива в виртуальный шоурум. В результате встроенный язык скриптов Blueprint оказался user-friendly, так что я быстро научился делать выдвижные ящики тумбочек, поднимающиеся, опускающиеся лифт-дески, включать-выключать разными способами свет в помещении, менять цвета мебели и обстановки и многое другое. Ну и, конечно же, кидаться стульями в стену.
Это реально первое, что пробовали почти все гости, первый раз надевая шлем. В описании дам ссылку на скачивание того, что у меня получилось. Сразу оговорюсь, это было сделано для себя, заточено под конкретный компьютер. То есть это под Windows 64 бита и шлем виртуальной реальности HTC Vive. Возможно, будет работать для Oculus, но я не проверял. Побродить без шлема тоже можно, но крайне неудобно. Руки там будут как коромысла, и мышь для взаимодействия с объектами отключена. Зато внутри есть несколько пасхалок, так как я экспериментировал с Blueprint. Спасибо, что посмотрели ролик. Подписывайтесь на канал, жмите в колокольчик. Жду вас к нам в гости. До свидания.